Привет, друзья! Меня зовут Леха, вы смотрите канал «Активная жизнь». Этот фильм – вторая серия рассказа про уикенд в Калининграде. В первой серии фильма мы погуляли пешком по городу, посетили много замечательных мест. Кто пропустил первую часть фильма, обязательно посмотрите. Особенно будет полезен тем, кто только собирается сюда приехать и ищет информацию о том, куда сходить. Ну а сегодня, друзья, мы полетим на ракете по просторам Восточной Пруссии. Смотрите видео до конца, чтобы увидеть все самое интересное и полезное. Поехали! Пришли мы за мотоциклом ни свет ни заря, чтобы побольше времени уделить на поездки, ведь сегодня нас ждет очень насыщенный день. Кстати, поделюсь своим опытом о мотоцикле. Этот замечательный аппарат мы взяли в аренду в компании Koenig Moto. Друзья, это снова не реклама, а мое личное мнение и впечатление, которыми очень хочется поделиться с вами. А если эта информация окажется для вас полезной, то буду только рад. Если у вас тоже есть опыт аренды мотоциклов, пишите о нем в комментариях к видео, обязательно это обсудим. Ну а в описании данного видео есть ссылки на мои более подробные отзывы о мотопрокате Koenig Moto и самом мотоцикле Triumph Raket 3. Так вот, пришли мы утром. Да, ну в Родере поуже сидишь просто еще. Поуже? Да. Быстренько собрались и поехали. Все бумаги мы оформили с вечера, чтобы утром не тратить на это драгоценное время. Для начала заехали на заправку и прокатились немного по городу, чтобы мне освоиться. Все же мотоцикл имеет свои особенности управления. К тому же на этой ракете установлен Darkside. Кто не в теме, Darkside – это автомобильное колесо на мотоцикле. Установка автомобильной покрышки на заднее колесо мотоцикла – это мода, набирающая популярность. Зародился этот тренд в США. Там даже появилось выражение «Choose the dark side». Данной модернизации подвергают в основном тяжелые и мощные мотоциклы. Triumph Raket 3 является одним из таких. Ну и помимо всего прочего, это довольно выгодно экономически, ведь автопокрышка значительно дешевле, чем мотошина схожих размеров. Вот только в управляемость мотоциклом подобный тюнинг вносит значительные корректировки. Однако к этим особенностям быстро привыкаешь. Калининградская область славится множеством достопримечательностей из Средневековья. Некоторые из них мы посетим сегодня. Первая остановка на нашем маршруте – поселок Зеленополье. Старое немецкое название – Борхерсдорф. Ну, здесь таких по дороге будет много. Мы в каждую заезжать не будем, там несколько заедем. Здесь просто вот, очень интересная фреска. Вот, смотрите на нее, ничего необычного не видите. Фреска. Здесь находится кирха, одноименная старому названию поселка. Кирха Борхерсдорфа. Вот этот участок, он наиболее насыщен вот этими храмовыми церквями. То есть, ну, скорее всего, здесь был такой, что-то вроде немецкого шелкового пути Наверное, в сторону Литвы, ну, в сторону России в том числе. Да. Руины данной лютеранской кирхи знамениты чудом сохранившейся на ее фасаде смальтовой мозаики. Изначально кирха в этих местах упоминается в документах Тевтонского ордена от 1481 года. Это было простенькое сооружение из дерева и кирпича, в связи с чем быстро пришло в негодность и было реконструировано в начале 16 века. В дальнейшем и это здание обветшало, а новая кирха была построена в 1718-1735 годах по личному приказу короля Фридриха Вильгельма I. Образцом для постройки послужила кирха, расположенная в пригороде Берлина, в Устерхаузене. Здание кирхи было незамысловатым. Стены из кирпича и гранита, с западной стороны была башня с колоколом, а с восточной – ризница. К 1807 году кирха вновь пришла в негодность и была восстановлена к 1814 году. Через 47 лет здесь появился орган. В 1910 году население Борхерсдорфа было 506 жителей. Начавшаяся вскоре Первая мировая война унесла множество жизней прихожан. Спустя 2 года после окончания войны на восточной стене кирхи жители поселка установили мемориальную плиту с фамилиями павших земляков. Над мемориальной плитой и расположилась уникальная мозаика, выполненная в технике смальты неизвестным автором. Панно изображает крестьянина-сеятеля, засеивающего поля сражений. Из земли, в которой покоятся немецкие воины в стальных касках, прорывается молодой росток, олицетворяющий начавшуюся мирную жизнь после окончания войны. За основу изображения была взята евангельская притча о сеятеле. Картина чудом сохранилась до наших дней.
Во время боев 27 января 1945 года кирха получила серьезные повреждения после артиллерийского огня. Были частично разрушены шпиль башни и стены, а в послевоенные годы кирха превратилась в очередной овощной склад. Для подъезда грузовой техники была разобрана южная стена с резницей. В 1999 году обрушилась и восточная стена, ну а мозаика, к счастью, сохранилась до наших дней. Сегодня кирха Борхерсдорфа имеет статус культурного наследия регионального значения, а по поводу панно до сих пор идут ожесточенные споры о смысле его трактовки. Помимо версии с евангельским сюжетом о сеятеле, существует еще версия, что на панно изображен никто иной, как Хорст Вессель, один из героев нацизма, автор официального гимна Национал-социалистической рабочей партии Германии и Третьего рейха, застреленный в 1930 году членом Компартии в ходе уличных потасовок. С подачи Йозефа Геббельса его фигура превратилась в символ борьбы и мученичества за идеи национал-социализма. Он стал павшим героем нацистского движения. Вторая версия трактовки звучит так. Семя, павшее в добрую почву, даст урожай в 30, 60 или в 100 крат больший. То есть по трактовке немецких христиан, каждый погибший за дело нацизма принесет плод в 30, 60 или 100 раз больше последователей. На панно изображены убитые немцы в военной форме и стальных касках, напоминающие в профиль М-35. На их место встанут десятки и сотни новых бойцов. Местные краеведы и историки не согласны с этой версией, называя ее бредом. Возможно, так оно и есть. По основной версии из немецких источников мозаика была подарена графом Генрихом Дёнхофом после Первой мировой войны, и к событиям Великой Отечественной войны это не имеет никакого отношения. Ну а мы едем дальше. Буквально через 20 километров останавливаемся в поселке Тишино. Когда-то этот поселок имел имя Апшванген. Здесь же и стоит одноименная кирха рядом с дорогой. После войны были вообще в отличном сохранении. То есть Витражи, крыши, скамейки. Вот, то есть здесь из местных разговаривали мы, да, то есть, культура страдает, вот, поэтому скамейки пошли на дрова. Сначала на скамейки, потом на дрова, крыши разобрались, там на черепицу. Кирха Апшвангена была построена в 1362-1365 годах. Конструировалась в конце 15-го, начале 16 веков. В 1711 году в кирхе был установлен небольшой орган мастера Иоганна Джозефа Мозенгеля. В 1728 году установили алтарь кёнигсбергского мастера Исаака Риги. В 1858 году с западной стороны была пристроена башня из дерева и усилены стены. После окончания Первой мировой войны в кирхе провели ремонт. После военных операций 1945 года кирха не пострадала. Зато в послевоенные годы кирха медленно, но верно разрушалась по кирпичику. В 2000-е годы развалилась и крыша. Так и стоит по настоящий день памятник культурного наследия в увядающем состоянии, собственностью УРПЦ. Вот-вот обвалится западная стена. Рядом с кирхой есть заросшие погост и захоронения со времен страшных событий, именуемых Апшвангенская резня, произошедших в августе 1914 года. Немного ознакомившись с историей Апшвангена, едем дальше. Кстати говоря, поселок Апшванген в 1946 году переименован в поселок Тишино в связи с тем, что сюда прибыли переселенцы из поселка Тишино в Рязанской области. Проехав еще немного, делаем небольшую остановку в поселке Каштаново. Здесь стоит кирха Альбенхаузена. Да. Вот этот, очевидно, уже бомбили, здесь прятались. Да. Там Слева? артиллерия работала. Как вы уже поняли, поселок Каштаново раньше назывался Альменхаузен. Основан он был в 1365 году. Построена во второй половине XIV века кирха в 1402 году была передана вновь основанному женскому монастырю, последовательниц блаженного Августина. В первой половине XVI века монастырь упразднили, а кирха стала протестантской. В 1710 году население поселка покосила эпидемия чумы. Во время войны в кирху прилетел артиллерийский снаряд. Она сильно пострадала, но башня при этом устояла. В послевоенные годы здание кирхи использовалось как склад, а ближе к 2000 годам кирха совсем обветшала и рухнула крыша. Вот и стоит она теперь никому не нужная в таком состоянии, и только одни аисты селятся на руинах. Дальше едем в Правдинск. Правдинск – старое название Фридланд. Здесь построена кирха Фридланда. История ее началась аж с 1313 года.
Правда, в результате нападения литовских войск в 1347 году деревянная кирха сгорела. Восстановили ее только в 1360-1380-х годах. В этот раз уже каменную. В 1772 году здесь был пожар в результате попадания молнии в башню, после чего башня была надстроена в виде зубчатого венца. Кирха является одной из крупнейших в Калининградской области, больше нее только кафедральный собор в Калининграде. Во время ремонта в 1986 году под крестом в медном шаре был обнаружен клад. Монеты, средневековые документы и послания потомкам. Найденные артефакты сейчас являются частью экспозиции Правдинского краеведческого музея. В наши дни в стенах кирхи размещается храм Георгия Победоносца. Когда в кирхе не идет служба, можно подняться в башню и насладиться красивыми видами с ее высот. Однако в этот день здесь была служба, а мы в свою очередь не стали нарушать этот покой своим присутствием. Едем дальше. Через пару десятков с небольшим живописных километров приезжаем в Гердауэн, ныне железнодорожный. Это небольшой поселок городского типа, недалеко от границы с Польшей. Поговаривают, что это единственный сохранившийся средневековый город в Восточной Пруссии, однако большая часть построек восстановлена относительно недавно. Проезжая через центральную часть города, действительно посещает ощущение средневековой Европы. Припарковавшись на одной из улиц, решили прогуляться пешком до руинов кирхи Гердауэна. Тебе нравится? Здесь? Вообще, Да. на мультике. Да. А тебе? Нравится. Комфортно. Да? Угу. Тебе самому как, мотоцикл нормально? Хороший мотоцикл. Ну, есть свои особенности управления, конечно. Построили кирху в 1345 году. За свою многовековую историю кирха много раз серьезно страдала. В 1696 году были сильные повреждения в результате попадания молнии. В 1913 году был сильный пожар. Во времена Первой мировой войны одну из стен пробило артиллерийским снарядом. Как ни странно, во времена Второй мировой войны кирха не пострадала. В послевоенные годы, до 1957 года, здесь размещался Дом культуры. Далее, из-за отсутствия должного ухода за зданием и ремонта, к концу 60-х годов прогнили стропила и рухнула крыша. Потом потихоньку начала разрушаться кладка стен из кирпича. Каким-то чудом сохранились остатки циферблата от часов на башне. В 90-е годы провели консервацию здания и отремонтировали крышу на башне. Только толку от этого мало. По сей день стоит вот в таком состоянии объект культурного наследия кирха Гердауэна. Возвращаемся к мотоциклам и, выехав из исторического квартала, отправляемся к мельнице. Вообще, изначально мельница появилась здесь примерно одновременно с замком Гердауэна в 1315 году. Однако, само собой, здания и механизмы с этого времени обновлялись, и та мельница, что открывается перед нами, мельница Гердауэна, она построена в 1909 году. На стене мельницы, под самой крышей, есть сохранившаяся до наших дней надпись на немецком, дословно переводится как «замковая мельница». Появление мельницы большой производительности давало хорошую почву для развития населенного пункта. Благодаря мельнице Гердауэна жители поселка получали муку, а излишки провизии продавали в других уголках области. Обойдя мельницу с левой стороны, находится ухоженная частная территория с ресторанчиком и небольшим водопадом. Чуть выше мельницы находится замок Гердауэн. Чтобы попасть к нему, нужно проехать немного дальше и подняться в горку по дороге из брусчатки. Да, ездить на ракете по брусчатке удовольствие так себе, особенно если ехать по ней в гору. Немного поднявшись, мы упираемся в ворота замка, ставим мотоциклы и идем посмотреть на руины. На месте замка, еще задолго до прихода в эти места Тевтонского ордена, были укрепленные поселения. В начале 13 столетия деревянная крепость называлась Гердавия, по имени прусского вождя Гердова из рода Рендалия. Потом уже название сменилось на Гердауэн. После подавления первого прусского восстания в 1251 году эти земли были захвачены Тевтонским орденом. Вождь Гердов доброжелательно отнесся к новой власти и принял христианство. В ходе второго прусского восстания Гердов со своим войском не поддержал своих сородичей и остался предан ордену. Крепость долгое время выдерживала осаду прусских воинов, однако голод взял вверх. Вследствие чего Гердов собственноручно поджег крепость и, прорвавшись из окружения, отправился в Кёнигсберг. Дорого было содержать,
Вот, поэтому бросали, грабили, жгли, потом их опять отстраивали. То есть вот такая вот кутерьма тут была там лет 500. Да. Да. Хотя бы что-то. Самый большой замок сохранившийся, это в Немане, Рогнит, он просто огромный. Спустя 12 лет после подавления восстания представители рода Риндалия вернулись в эти земли и восстановили крепость. По приказу Генриха фон Изенберга в 1315 году вместо деревянной крепости было решено построить замок из камня, а внизу на реке – мельницу. Сам замок – это прямоугольное трехэтажное строение с стенами двухметровой толщины. В 1469 году замок был передан за долги Георгу фон Шлибену. Это рыцарь из Саксонии, который командовал крупным отрядом наемников, воевавшим на стороне ордена. С 1672 года замок стал пустовать и постепенно разрушаться. Замок Гердауэн в 1833 году был продан барону фон Ромбергу. В 1872 году здесь сносятся все сооружения и на их месте выстраивается жилой дом. В 1882 году замок покупает Альфред фон Янсен. Род Янсенов остаются владельцами замка до окончания войны. Несмотря на то, что город во время Первой мировой войны был сильно разрушен, замок Гердауэн почти не пострадал. В ходе Второй мировой войны замок тоже уцелел и остался без серьезных повреждений. После войны жилой дом на территории замка снесли, а вместо каретной была открыта ветеринарная лечебница. Под лечебницей были обнаружены орденские подвалы, которые пустовали все эти многие годы. К 2000 году в эти подвалы обрушилась часть стены лечебницы. В западной части двора уцелело здание замка Гердауэн, однако, простаивая без дела к 1980 году, от него остались руины. После руины использовались для съемки фильма. Одно время предприимчивые люди хотели здесь открыть ресторан и даже начали проводить строительные работы на территории замка. Однако финансовый кризис 1991 года сделал свое дело. Все было остановлено и заброшено. По сегодняшний день замок Гердауэна так и стоит без дела, медленно, но верно разрушаясь. Советую вам побывать в этих местах, пока есть возможность увидеть стены замка своими глазами. В скором времени и от этих руин ничего не останется, и мы сможем лицезреть замок Гердауэна только на фото. Дальше мы отправляемся в сторону Черняховска, там есть большой замок Инстербург. По пути мы делаем остановку в поселке Озерки. В былые времена поселок называется Георгенфельде. Примечательно это место тем, что близ поселка проходит Мазурский канал, вернее то, что от него осталось. Находится здесь один из шлюзов Мазурского канала, шлюз номер 5. Последний шлюз, крайний. В Польше, кстати, есть такой же шлюз, только вот у нас тоже висела эта курица. Вот на фасаде на центральном. Висела свастика. Да? Снимали, ну, естественно, неприемлемо, это ее сбили. И вот по 2,5 метра. То есть вот этот канал, я не помню, что это здесь километров, 200. Он полностью обслуживал всю акваторию, то есть от Мазурских озер до нашего Курского залива. Идея постройки Мазурского канала зародилась еще во времена Ордена, однако источник финансирования так и не был найден. И только в 1764-1776 годах по инициативе обер-президента Восточной Пруссии Иоганна Фридриха фон Домхарта воплотили эту идею в жизнь и прорыли 50 километров канала. Начинался он от Мазурских озер в Польше и тянулся до Аленбурга, ныне поселок Дружба, впадал в ныне известную реку Лава. Постепенно канал пришел в запустение, и только к началу 20 века появился новый проект по реконструкции канала, уже с постройкой на нем системы дамб. Работы шли полным ходом, но 2 раза останавливались из-за нехватки финансирования и Первой мировой войны. Но незадолго до Второй мировой войны работы возобновились. Забетонировали дно, построили дамбы и шлюзы. Канал планировалось использовать в военных целях, но не успели. В 1942 году строительство канала прекратилось, а в 1945 году Мазурский канал служил линией обороны. Часть мостов были взорваны. Так и стоят по сей день остатки шлюзов разной степени готовности. Часть на российской территории, а часть на территории Польши. Данный шлюз – это шлюз номер 5, самый крупный шлюз на российской половине Мазурского канала. К 1942 году его успели построить на 95%.
С дороги он выглядит очень впечатляюще. На фасаде когда-то был нацистский герб. Поднявшись на шлюз, он поражает воображение своими размерами для тех времен. Длина шлюза более 40 метров, а глубина более 15. Посмотришь вниз, и даже голова кружится. Говорят, что иногда сюда приезжают ребята роуп-джамперы, пощекотать нервишки прыжками в камеру шлюза. Погуляв по сооружению сверху, пошли посмотреть на нижнюю часть шлюза. Для этого необходимо по ступенькам спуститься вниз под дорогу. Внизу смотреть особо не на что. Поднимаемся, собираемся и едем дальше, в сторону Черняховска. Ехать нам полями оставалось примерно километров 50. Дороги вполне себе терпимые, и в скором времени мы добираемся до Черняховска. Черняховск, старое название Инстербург, славится одноименным замком, замок Инстербург. В него и пойдем. Пошли посмотрим. А мы наверх пойдем с тобой? Большой, смотри какой. Изначально, в 1336 году, на месте разрушенного в 1256 году городища, по приказу Дитриха фон Альтенбурга, магистра Тевтонского ордена, был заложен замок из дерева. Спустя 40 с небольшим лет, примерно в 1380 году, замок был перестроен в камне. Дважды Инстербург был разрушен и сожжен. Первый раз в 1376 году литовским князем Скиргайлом, второй раз в 1457 году во время войны прусских городов. Потом, после 1525 года, здесь была резиденция главного управления округа Инстербург, а в 1679 году, 1 января, замок взяли шведы. Да, эти стены повидали очень много историй, чего здесь только не было. После окончания Первой мировой войны в замке был открыт краеведческий музей Инстербургского общества древности. В январе 1945 года замок подвергся штурму и вновь пострадал от пожара. После завершения Великой Отечественной войны здесь разместилась воинская часть. К 1949 году цитадель почти полностью была уничтожена пожаром, остались лишь каменные стены. После чего замок стал разбираться на кирпич, который вывозили в Литву. Ну а с 30 августа 1960 года замок Инстербург подлежит охране государством и по сей день является культурным наследием. Погуляв по территории, решили заглянуть вовнутрь. Проходя по коридору, нас кто-то окликнул. Пойдемте уже сюда, интереснее. Голос принадлежал художнику, чья мастерская расположилась в замке. Зовут его Андрей, очень позитивный человек. Можно сильно не смотреться, по детальный разбор есть в группе ВКонтакте. Там один из альбомов, конечно, показывает детализацию. Сфотайте адрес. А где? Вот, и есть замок, это есть адрес. Вы наберете, и выползет такая же аватарочка. Рассказал про историю этих мест, показывал раритетные предметы быта, одежды, мечи и топоры. Если интересно, забегайте сюда. Мечи, топоры, шлема, все есть. В общем, есть на что посмотреть. Такая фишка, обычно, потому что мастерские это тайное место. Так что мы берем и смотрим, куда вы заехали. Откуда вы у нас? Московской области. Хорошо, я говорю, попали в Юго-Восточную Балтику. Как раз. Правильно назван Временной Союз Пруссии, собственно, Пруссия. Все снимаю, да, подряд? Да. То есть я буду знать, что говорить, да? Попадаешь? Да. Ясно. Земля надгробия, и на большее не замахиваюсь, это Черняховский район с прилегающими территориями, конечно, естественно. Но и называли сердце Пруссии в древности, вот этой глубокой. Не из-за того, что сердечко напоминает, а из-за того, что большое скопление святилищ было, ну и соединение 5 знаковых рек, потому что дорог-то не было, и были только речушки, которые там все наносило. Фактически, знаете, это один из ключевых моментов начала торгового пути из варяг к греки, потому что море Варяжское, вот, откуда и греки, наверное, янтарь могли получать, да, то есть янтарем здесь затаивались, и пошло-поехало. Под прикрытием соединяются речки, там все народы там солятся на эти лодчонки, там переваливаются сюда. Перевалочные пункты были везде, видимо, под прикрытием Калининградского залива современно, под прикрытием Косыни, замерзающий порт, и на северо-восточную Балтику поплыли. То есть вот, а потом уже там через по Ладоге и так далее, по всем Русям великим плыли. Так, море правильно называется Варяжское, не Балтийское, а Черное море Русское. Так, детям лучше рассказывать. Красненькие точки сейчас будут открытыми показывать. 2 орденских замка здесь есть, но они никогда не ставили свои замки на новом месте, да, на завоеванных территориях. Здесь стояли наши русские крепости. Понятно, почему наши, наверное, потому что наш берег, наши народы, наши там варяги, одним словом. Они всякие разные там тоже были, Латгалы, Земгалы, Левы, Куши, Полуксы, все.
И одним словом проще обозвать. То же самое, как на той стороне моря, одним словом проще обозвать викинги. Потому что Даны, Свеи, там еще много. Это вот их лучшие фильмы, тоже всякие смотреть, очень познавательные, художественные и прочее, они там знают этот толк. Так, и пришли вот такие вот фашисты того времени. Я его смешно специально так называю, но самое главное, дизайн такой же, функции такие же, да, задачи такие же, главное, национальности такие же, да, все то же самое, те же самые пришли. И поставили свои каменные изваяния Инстербург и Георгенбург. А на этих двух местах они не поставили свои замки по разным причинам, так что нынче это археологический памятник, это такие светские объекты. Поэтому сейчас здесь, а туда надо еще в поход собираться с рюкзаками, то есть так не поездишь просто. Хорошо, это объяснил уже, точно, да, понятно? Хорошо, едем дальше, буквально едем, встречаем замок Топлакин. Это разветвление дорог на как старые и новые кенигсбергские трассы. Ну, вот сейчас все знают, как Толпаки, где чебуреки продают. И заканчивается, соединяется с замком Рагнит, город Неман нынешний. Вот уже там начались хорошие очень подвижки по замковой культуре. Там образовалась инициативная группа, своя лидия замечательная. Да, там все чисто делается, это консервация. Только приятные отзывы оттуда. Ну а мы можем гордиться тем, что не зря с 99 по 2004 год там периодически приезжали со всякими боями, выступлениями, субботниками. Так что руки у нас опустились тогда, но вот видите, знамя подхватил тут. А это у нас на все эти препоны, что делается все к лучшему, получается единственный в мире замок, который живет своей жизнью. Это у вас какой-то рядом, второй, да? Да вы че, вяжет же спицами. Это качество, причем сугубо мужское, очень серьезное занятие. Элитное такое. Поэтому можно дотрогиваться. Ледниковое качество вам не покажет. Вам покажет, может быть, художественный гобелен, возможно, но он сделан совершенно по другому принципу. Вспомогательным. Вяжут, ну как показать, что вяжут? Вот крючком вяжут. Мы понял, да. Вот. А если ковровое качество будете говорить, кардинальное отличие, сейчас покажу. Но я учитель зануды, вы спросили, я вам показываю. В чем отличие вот того качества от вот этого ковра? Пиксели подсказываю сразу. Пиксели. Это кардинально другое все. Поэтому, когда человек рисует, это так. А если рисует, то по клеточкам не ведет линию. Вот и все. Шимайты — это очень хитрые ребята, которые... Географически Да, географически это северный еще. северный от нас север. Вот так, если прямо на руке поставить. Чуть ближе, если брать туда, это Аушкайты у них уже были. А потом Аушкайты и Шимайты слились с тех самых, кого стали звать Литва. И к литвинам отношения не имеют. Ну, литвины это уже... Отношения не имеют, но это разные народы. Литовцы и литвины, это вообще... Литвины это все, кто попал на Литву, так сказать. А потом Шимайты подмяли и ушли под себя. Также иногда на территории замка проходят реконструкции. Поддерживается замок благодаря усилию энтузиастов. Погостив у Андрея, мы пошли к выходу и поехали дальше, уже в другую сторону, в сторону Калининграда. По пути в Калининград, немного не доезжая до поселка Толпаки, съезжаем с трассы и подъезжаем к старому мосту через реку Приголя. У этого моста не столь богатая история, как у мест, которые мы посетили ранее, однако особенность здесь тоже есть. 22 января Инстербург еще не взят. Он был взят окончательно к 8 часам вечера. И потом наши войска двинулись по Кенигсбергскому шоссе в направлении к Допиау. А 89-я танковая бригада выполняла обходной маневр, чуть ли не по тылам противника, для того, чтобы захватить этот мост. Преодолеть реку Прегель, ныне река Приголя, было бы сложно, если бы не было этой переправы. Гитлеровцы были готовы взорвать мост, но группа советских разведчиков смогла обезвредить часовых и саперов противника. Чтобы удержать переправу, экипажи старшего лейтенанта Ивана Кондрашина и младшего лейтенанта Ивана Малова закрепились на левом берегу реки. В схватке за мост завязалась танковая дуэль. При отражении атак были уничтожены 2 фашистских танка и до полусотни гитлеровцев. Старший лейтенант Кондрашин, когда он был тяжело ранен, танк был подбит немецким орудием. Он до конца продолжал стрелять из горящего танка, помогал эвакуироваться из горящей машины экипажу и только после этого покинул сам горящий танк. На мосту продолжил отстреливаться стрелковым оружием. Он получил большие ожоги. До подхода основных сил мост удерживали почти сутки. Благодаря отваге танкистов полковника Соммера, водную преграду наши войска преодолели успешно. За личное мужество Ивану Малову и Ивану Кондрашину было присвоено звание Героев Советского Союза. В настоящее время перед мостом установлена табличка, напоминающая о данном подвиге. Далее мы выезжаем на трассу и обедаем в придорожной кафешке.
После обеда Николай отправился в Калининград. Ну а мы продолжили свой путь, теперь уже на Куршскую косу. Ехать туда было прилично, но по местному автобану да на ракете мы довольно быстро долетели. Национальный парк Куршская коса расположен в приграничной с Литвой части Калининградской области, между соленым Балтийским морем и пресноводным Куршским заливом. Северные рубежи парка проходят по российско-литовской границе. Природная уникальность территории национального парка состоит в том, что это самая крупная песчаная пересыпь в мире. Стоимость въезда на Куршскую косу составляет 300 рублей с человека. Весь день сегодня ездили через поля и дубовые аллеи, а заехав на Куршскую косу, оказываетесь в лесу. Да не просто в лесу, а танцующем лесу. Туда-то мы первым делом и отправились. Танцующий лес находится на 37-м километре косы. Пожалуй, это самый загадочный и мистифицированный участок национального парка. Сосны здесь извиваются в самых замысловатых формах. В сам танцующий лес ведет облагороженная тропинка, а транспорт можно оставить на стоянке. Там же, рядом со стоянкой, есть много сувенирных лавок и ресторан. Данный лес был посажен для укрепления Куршской косы на дюне круглой в 1961 году. Над разгадкой феномена танцующего леса ученые бьются несколько десятков лет и по сей день. Есть несколько версий этого феномена. В одной версии говорится, что во всем виновата особенность геомагнитных полей. В другой версии говорится, что это из-за сильно дующего ветра в разных направлениях. Кстати говоря, про ветер я уже слышал такую версию, не только про это место, а в целом. И слышал я ее в самом северном ботаническом саду в России, за полярным кругом. Но об этом уже в другом фильме. Третья версия гласит, что во всем виноваты гусеницы. Гусеницы поедают развивающиеся верхушечные побеги молодого дерева, после чего дерево начинает расти с боковой почки, как основной ствол, и со временем приобретает причудливую форму. Конечно, часть правды в этой истории есть. Точно знаю, что если у сосны отрезать макушку, боковые ветки заменят основной ствол и будут расти вверх. Такова природа, так сделала эволюция. Однако, во всех версиях непонятно одно. Почему-то такую форму имеют далеко не все деревья, а сконцентрированы в одном месте. Неужели гусеницы настолько избирательны? Ну и совсем сказочная версия из раздела страшилок для детей, что это ведьмы, пришедшие на шабаш и застывшие во время исполнения своих темных танцев. Ты же знаешь, да, одну из легенд? Почему это танцующий лес? Типа ведьма? Да, ведьмы танцевали на шабаше и застыли в таких позах. Вдоволь погуляв по загадочному лесу, едем дальше. А дальше у нас высота Эфа. Эфа – это самая высшая точка песчаной дюны Ореховая. Эта дюна – одна из самых высоких дюн в Европе. Ее высота более 60 метров. Названа высота в честь дюнного инспектора Франца Эфа, который занимался изучением подвижных песков и их закреплением. На высоте Эфа расположена смотровая площадка с открывающимися видами на сказочные ландшафты Куршской косы. Виды на море, залив, огромные песчаные дюны и лес. Здесь очень красиво. До самой высоты проложена туристическая тропа с промежуточными смотровыми площадками. В общем, погулять и насладиться природой есть где. Знаете, путешествуя, всегда запоминаются какие-то места, в которых хотелось бы вернуться. Высота Эфа для меня теперь тоже одно из таких мест. Спустившись с дюны, мы пошли посмотреть на пляж. Пляж находится ровно на противоположной стороне, нужно всего лишь перейти через дорогу и метров через 100 дойдете до пляжа. Пляж здесь бескрайний, из мелкого кварцевого песка и очень чистый. Море было довольно бурным, дул сильный ветер. А ветер, кстати, с моря дул довольно теплый, несмотря на то, что это Балтика. Жаль, что не было с собой купальных принадлежностей, а ехать мокрым на мотоцикле ну никак не хотелось. По поводу развлечений на пляже, в привычном для всех понимании сказать ничего не могу. Все же хоть и конец мая, но пляжный сезон еще начаться не успел, да и вечером довольно холодно. В общем, на глаза попалось одно заведение, наверное, это ресторан. В остальном, громкой музыки, цветных иллюминаций и шумных гулянок здесь нет. Однако, на мой взгляд, так даже лучше. Во всяком случае, для меня уж точно. При выборе побывать на природе, на красивом месте или в шумном заведении, однозначно выберу природу. Но тут, как говорится, на вкус и цвет все фломастеры разные. В целом, хочется вернуться сюда в летний сезон именно для пляжного отдыха. После прогулок по пляжу вернулись к мотоциклу. Хотели доехать до Зеленоградска. Город славится своей набережной, да и в целом, говорят, там очень красиво. Однако стало уже вечереть, и мы решили вернуться в Калининград.
Дороги здесь пустые, ровные, и мы очень быстро долетели до города. Это была отличная прогулка на мотоцикле, отличный день, даже несмотря на то, что вечером на мотоцикле мы порядком замерзли. Слушай, свежо было последний. Свежо. Фу, Фу. ноги прям отмерзлись. Да, я тоже. Вернувшись в Калининград, Николай нас напоил горячим чаем с печенюшками. Сидели, пили чай и делились впечатлениями за задушевной беседой. Огромная благодарность Николаю за теплый прием, гостеприимство, отличную экскурсионную программу днем и прекрасный мотоцикл, который всю дорогу настолько радовал своим хоть и дерзким, но очень контролируемым нравом. Любите кататься на мотоцикле и интересно проводить время? Советую. Друзья, напоминаю, ваше внимание очень важно для нас. Понравилось видео? Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и поделитесь видео с друзьями. Благодарю всех за внимание, до новых встреч! По основной версии из немецких источников, мозаика была подарена графом Генрихом Дёнхофом после Первой мировой войны. Давай сначала.